Добрый день! Это видео посвящено современной культуре, культуре страны, которая возникла на карте мира всего полвека назад – Объединенные Арабские Эмираты. Я много раз слышала от знакомых и друзей рассказы о том, как они на Новый год уезжали за границу. Их истории всегда были поводом для зависти, потому что такая поездка для меня – это очень дорого. Но предновогоднее падение рубля в 2014 году вызвало шок и панику у нашего населения, и продажи новогодних туров долго не начинались, а туроператоры снижали и снижали цены. В один из последних дней ценопада я увидела настолько заманчивое предложение, что не смогла отказаться. Так и оказалось, в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в Шардже, в отеле «2 звезды». Наш самолет приземлился в Дубае, и там я с удивлением узнала, что этот эмират не является столицей страны. Главный город Эмират в ОАЭ – Абу-Даби. Честно говоря, раньше о нем не слышала. А между тем, там добывается около 90% всей эмиратской нефти, той самой, на которой живет вся страна. А в Дубае около 7%, и еще чуть-чуть в Шардже, куда мы и держали путь. Всего 48 лет назад на территории ОАЭ кочевали 7 семейных кланов. Местные бедуины воевали между собой за женщин и территории, питались верблюжьим молоком, финиками и рыбой, а еще подрабатывали у европейцев, которые зачем-то копались в земле. А потом мы, европейцы, все-таки докопались до нефти. И тогда глава одного из кланов, на территории которого нефти нашли больше всего, предложил остальным не бегать с голым задом рядом с нефтью, а объединиться в страну. И все в ней устроить так, чтобы для себя, то есть для арабов. Остальные 6 согласились, но с условием, что он их спонсирует. У 4 эмиратов вообще нефти нет. Заид ибн Султан аль-Нахаян согласился, стал шейхом нового государства и сдержал обещание. Как же устроена жизнь в ОАЭ? В Эмиратах не дают гражданства и политического убежища, соответственно, гражданами являются только те, кто там родился. При заключении брака между местными жителями они получают $20 тысяч на свадьбу, а при рождении ребенка ему на счет поступает $40 тысяч. Каждый эмиратец может получить образование в любой точке мира, и ему это ничего не будет стоить. За все платит шейх. Граждане страны имеют нефтяную квоту. Как это работает, я не знаю, но по моим наивным представлениям получается так. В конце года подсчитываются все деньги от продажи нефти и делятся между жителями, наверное, согласно их статусу. В связи с этим в ОАЭ есть статья за тунеядство. Каждый житель должен либо иметь свой бизнес, либо работать в государственной структуре. На любой другой работе – гастарбайтеры. На 1 миллион местных – 7 миллионов приезжих работников. Иностранец не может владеть более чем 49% какого-то бизнеса. Поэтому обычно они договариваются с местными, оформляют бизнес 51 к 49%. Приезжие работают, а арабы только стригут дивиденды. Если вы крутой иностранец и купили себе виллу на насыпном острове в виде пальмы, то у вас бесплатная туристическая виза на 2 года, а дальше вы за денежку эту визу продлеваете. Собственность не делает вас гражданином страны. В каждом эмирате есть свой правитель, эмир, шейх, который хоть и подчиняется главному эмиру из Абу-Даби, но у себя может устанавливать особенные законы. Так, например, Шардж – это самый консервативный эмират. Там запрещено спиртное, мечети построены в каждом квартале, а за каждое пересечение границы взимается 20 дирхам, около $6. Но в то же время и самый высококультурный. В нем огромное количество книжных магазинов. Эдакая культурная столица ОАЭ. Говорят, что в Эмиратах очень низкая преступность. Сумки на улицах не режут, деньги из номеров не пропадают. Очень жесткое наказание за любые подделки. Туристу стоит опасаться не преступников, а правоохранителей. Например, могут наказать за слишком откровенную одежду по меркам местных жителей. Однако на экскурсии по Дубаю в группе была девушка, чье платье было минимально возможной длины. И ничего, никто ее не штрафовал, даже замечания не делал. И другую, у которой были ультракороткие обтягивающие шорты. При этом лично меня, хоть я и не мусульманка и не эмиратка, коробила эта одежда. Работницы на Ярославке менее откровенно одеваются. Местные жители ходят в своей национальной одежде. Иностранцам запрещено ее носить. Она представляет собой длинный балахон до пят, белый у мужчин и черный у женщин. Лица открыты, закрывают лица только гости из Саудовской Аравии. И учитывая местный климат, это отличная одежда, проверена на личном опыте. Возвращаясь с пляжа часов в 12 в час, я закутывалась по такому же принципу и лицо старалась закрыть,
потому что как только отойдешь от воды, сразу чувствуешь, как солнце очень больно обжигает, и это в самый разгар зимы. Можно, конечно, сказать, что женщину мусульман не любят, вот и одежду им специально отдали черную, которая солнце привлекает. Не знаю. Я не почувствовала разницу между черной и светлой одеждой на этаком солнцепеке. Наши соотечественницы, которые годами там работают, говорят, что эмиратцы с большим уважением относятся к женщинам. У меня нет повода им не верить, тем более, что сами они не боятся рассекать по улицам в достаточно коротких юбках. Скорее всего, эта особенность ОАЭ появилась из-за того, что до возникновения государства женщин катастрофически не хватало. На 7 мужчин приходилось одна. Какие уж там 4 жены, разрешенные Кораном. За них воевали и их оберегали, чтобы не потерять. Но самое потрясающее в ОАЭ – это сумасшедший прогресс. Огромное количество стеклянных высоток. Есть монорельс. В Дубае построено метро, и в ближайших планах продлевать его в Шардж. А какие в Эмиратах дороги! Я уж и не говорю про насыпные острова и под самым дорогим отелем Парус, и остров в виде пальмы, создавать который закончили 15 лет назад, а 5 лет назад там все уже было застроено и раскуплено по бешеным ценам. Для того, чтобы попасть на остров, есть тоннель, который проходит ниже уровня моря. На данный момент создаются еще 3 насыпных острова, 2 в виде пальм и еще 1 в виде карты мира. Последний будет состоять из маленьких автономных островов, и попасть на них можно будет лишь морем, либо воздухом. Подъезда по земле уже не будет, чтобы никто не мог просто так побеспокоить дорогих хозяев. В Дубае находится самое высокое здание в мире – Бурдж-Халиф, башня Халифа. Рядом с ней магазин Дубай Молл, во дворе которого огромный поющий фонтан. Он включается на 3-5 минут, то есть на протяженность одного музыкального произведения, а потом минут 25 отдыхает. Скажете, что же они не могли сделать его постоянно работающим, раз они такие крутые? А дело в том, что для того, чтобы сработал фонтан, вода набирается из кондиционеров, которые стоят в Бурдж-Халифе. А еще в Дубай-моле потрясающий аквариум с тоннелем. Когда понимаешь, что все это возникло за 48 лет, то невольно капают слюни от зависти. Кстати, нельзя сказать, что Эмираты продолжают сидеть на нефтяной игле. В том же самом Дубае, известном всему миру, только треть доходов приносит нефть, а еще треть авиаперевозки и оставшуюся – туристы. Ну и напоследок про то, зачем я ездила в ОАЭ. Когда смотришь на красивое сине-зеленое море Персидского залива, на прозрачную воду, на чаек в чистом небе, на жаркое солнце, потом опускаешь глаза на песок и видишь, как люди лепят из него снеговиков. А рядом с ними надпись «С Новым годом!», то мозг твой со скрипом и жутким сопротивлением вдруг понимает – сегодня 1 января. Это очень странное ощущение. Пишите в комментариях свои впечатления об Арабских Эмиратах, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Спасибо за внимание!